В этом выпуске мы поговорим о том, как автозапуск способствует угону. Проведем тест расхода топлива на отопителе и дистанционном запуске двигателя, чтобы узнать, сколько придется заплатить за сезон. Развод Webasto. С чем приходится сталкиваться при покупке и как не попасть. Неправильный выбор аккумулятора, чем это чревато для автовладельца и его автомобиля. Устраивайтесь поудобнее, поехали! Всем привет! Мы находимся в городе Томск и продолжаем разбираться с зимними угрозами для автомобилистов. Температура в сибирском регионе минус 20 градусов. С нами Евгений. Евгений является представителем компании «Угона нет Томск». Женя, расскажи, пожалуйста, в двух словах, чем вы согреваете свои автомобили и какие опасности подстерегают автовладельцев? Привет всем! По статистике 15% у нас согреваются автомобили, это предпусковыми подогревателями. 80% это автосигнализация, снабженными дистанционным автозапуском. Если говорить про автозапуски, то большинство автомобилей в регионе это подержанные машины, снабженные старыми модельными сигнализациями. Как первый хозяин поставил, так и ездит. Ну и, конечно, самая острая проблема – это угоны. Риск потери автомобиля, который напрямую зависит от того, как машина защищена. Сейчас мы это проверим. %95 автомобилей в Сибири укомплектованы сигнализацией с дистанционным запуском двигателя. Немного подождем на площадке в посещаемом месте и послушаем эфир с помощью код-грабера. Как видим, грабер определил сигнализацию. Дождемся, когда владелец уйдет в торговый центр, и посмотрим, что интересного есть у него в автомобиле. Как правило, владельцы уходят в торговые центры минимум на 15 минут. Но думаю, что у меня получится угнать этот автомобиль быстрее. Для начала разберу рулевую колонку и попробую найти петлю от обхода штатного иммобилайзера. А вот и она. Значит, здесь есть обходчик. Видно, что провода от петли уходят наверх. И сейчас я сниму приборную панель для того, чтобы до него добраться. Автомобиль разбирается очень легко, и достать необходимый мне блок обхода штатного иммобилайзера несложно. А вот, собственно говоря, и сам блок обхода, в котором, замечу, лежит штатный нарезанный ключ, с помощью которого я спокойно завожу автомобиль и могу ехать. Конечно же, лучшей рекомендацией от продемонстрированного способа угона является использование криптостойкой сигнализации с диалоговым кодом и индивидуальными ключами шифрования. Если вы используете систему с автозапуском, то не закладывайте дубликат штатного ключа в модуль обхода штатного иммобилайзера. Либо, если у вас нет иных вариантов, проконтролируйте удаление нарезки сжала ключа, а также установку модуля обхода в максимально труднодоступное место. Сейчас мы проведем сразу же двойное испытание. Для этого используем два автомобиля Toyota Camry с бензиновыми 2,5-литровыми двигателями. Для начала мы проверим, что же прогреет быстрее: автозапуск либо предпусковой подогреватель на этих моторах. И в дополнение мы измерим расход топлива, чтобы понять, какое оборудование из приведенного наиболее целесообразнее использовать. Перед началом нашего теста мы подключились с диагностическим оборудованием к автомобилям и проверили температуру охлаждающей жидкости. Текущие данные охлаждающей жидкости на обоих автомобилях минус 10 градусов.
Итак, чтобы замерить расход топлива, мы имитировали внешнюю систему бензобаков. Женя, расскажи поподробнее, что это за конструкция, как она будет работать. Ну, белая Camry, как мы уже говорили, это 2,5 литра мотора. Это, соответственно, у нас 4,3 киловатта отопитель установлен. Топливный насос у нас находится под корпусом автомобиля. И, соответственно, здесь у нас просто забор. То, что касаемо черной Camry. Мы здесь делаем автозапуск. И, соответственно, у нас забирается топливо из этой емкости. Здесь у нас топливный насос, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, обратный клапан и, соответственно, обратка для сброса неотработанного топлива. Мы залили по литру бензина в обе емкости. Сейчас мы запустим дистанционный запуск на черной Camry, предпусковой подогреватель на белой. И через 30 минут замерим остаток топлива, разницу посчитаем, сравним, посмотрим, что получится. Итак, мы запустили топливный насос для Camry и одновременно запускаем дистанционный запуск и предпусковой подогреватель. Так, у нас двигатель запущен, насос работает, все в порядке. Ждем 30 минут, ну, во время прохождения будем наблюдать за результатами. Видим, что больше половины топлива для автозапуска за 10 минут уже израсходовано. Мы переживаем, как бы не сгорел наш бензонасос. Слышен характерный шум работы котла и видно уже растопившийся снег под бампером. Итак, у нас заканчивается топливо в баке для бензина, поэтому мы отключаем бензонасос, и я тогда останавливаю котел от предпусковика. По результатам нашего теста, который состоял из 18 минут, потому что у нас закончилось топливо на автомобиле с автозапуском. Автомобиль с автозапуском 60 градусов, охлаждающая жидкость, автомобиль с отопителем 53. Итак, остаток топлива после автозапуска 100 мл, после предпускового подогревателя 750. Это значит, за 18 минут машина на автозапуске у нас съела 900 мл, а на отопителе 250 мл. Отопитель победил. Расход топлива на автозапуске составил 50 мл в минуту, а на предпусковом подогревателе 13 мл в минуту. Холодный сезон в сибирском регионе длится примерно 5 месяцев. При этом автозапуск по таймеру используется в среднем 6 раз в день по 20 минут. Предпусковой подогреватель 2 раза в день по 30 минут. При стоимости 95-го бензина в 46 рублей расход на топливо за указанный выше период составит 41 400 на запуске и 5 382 на котле. Разница 36 тысяч рублей за сезон. При кажущейся доступности сигнализации с запуском, а это в среднем по стране от 15 тысяч рублей, предпусковой подогреватель стоимостью 40 тысяч рублей, можно сказать, отбивается за сезон, в особенности на объемных двигателях. В последнее время участились случаи развода с Webasto, и сейчас мы попытаемся разобраться с этой ситуацией. Женя, расскажи, пожалуйста, в чем заключается суть вопроса? Ну, изначально нужно понимать, что на российском рынке для легковых автомобилей существует две модели отопителей. Это Webasto Thermotop Evo Start и Webasto Thermotop Evo Comfort Plus. Давай посмотрим на их комплектации. Как видим, отличие между котлами является у Webasto Comfort Plus. Это наличие глушителя на выхлоп, он же пламя-гаситель, глушителя на забор воздуха. У Webasto Start это таймер 1533. При этом на данный момент розничная цена на комплект Start составляет 29 950, на комплект Comfort Plus составляет 45 тысяч рублей. Как видим, разница между комплектами 16 тысяч рублей, а основные компоненты выглядят идентично. Суть развода заключается в следующем. Некоторые сервисы выдают старт за комфорт, обманывая клиента при продаже. Чтобы раскрыть техническую часть, переместимся в сервис. На данном автомобиле у нас установлен отопитель. Это Webasto Thermotop Evo Start. Установлен он у нас вот в этом месте. Сейчас мы подключимся диагностическим оборудованием к цифровой шине и посмотрим результаты работы котла.
Сейчас мы запускаем предпусковой подогреватель на нашем автомобиле. Отопитель у нас запущен, и характерный звук и выхлоп из выхлопной трубы. Сейчас мы видим, что температура теплоносителя на котле достигла максимального значения. Для данного типа отопителей это 60 градусов. И мощность отопления начала снижаться. При эксплуатации автомобиля в экстремально низких температурах 60 градусов недостаточно для прогрева двух контуров. Поэтому термотоп EvoStart от Webasto используется только для прогрева одного контура, это двигатель. Однако некоторые непорядочные сервисы вводят в заблуждение потребителя, меняя прошивку на левую, переводя котел в более высокий ранг. На просторах интернета мы нашли данную прошивку. И сейчас протестируем и посмотрим, как работает с ней отопитель. Итак, мы сменили прошивку на блоке управления отопителем, запустим котел и посмотрим на его параметры. Как мы видим, на данной прошивке температура достигла максимального значения 80 градусов без потери мощности отопления. Данные значения соответствуют отопителю Webasto Thermotop Evo Comfort Plus. После подобной перепрошивки гарантия на котлы перестает поддерживаться, поэтому, чтобы не попадать в проблемную ситуацию, осуществляйте подбор и установку только в сертифицированных сервисах. Как мы помним из тестов предыдущего ролика, слишком частое использование предпускового подогревателя чревато разрядкой бортового аккумулятора. Конечно же, для этого стоит применять более стабильные девайсы. Давайте посмотрим один интересный тест, который раскрывает угрозу неправильного подбора аккумуляторной батареи. Бывает так, что пусковой ток на этикетке не соответствует фактическому. Чаще всего такое случается, когда завод-изготовитель выпускает аккумуляторы по заказу. Например, вы решили продавать аккумуляторы под собственной торговой маркой. Для вас стоит одна задача – дешево купить, дорого продать. Все мы, как покупатели, смотрим на этикетку. И если крупные производители не используют броские названия, то частник делает все наоборот, а самое главное – ставит завышенные характеристики. Давайте проведем эксперимент и испытаем несколько моделей аккумуляторов. Берем первый образец с заявленным пусковым током 1300 А. Устанавливаем его на испытательный стенд и подключаем к нему битрот. Это аппарат, который имитирует работу стартера и способен разряжать батарею высокими пусковыми токами. Это полный жескач. Короче, хорошо, что мы ушли, разорвала часть конструкции, которая как раз защищала от взрыва, то есть оторвался кусок пластика. Значит, видно куски свинца расплавленного. Я пока не знаю, что это такое, надо будет потом осмотреть более досконально. Проблема заключается, самое главное, в том, что аккумуляторы находятся, если под капотом, при взрыве, при номинальной мощности, если у него меньше, чем должно быть, он расплавит краску, там начнется коррозия, но еще часто аккумулятор находится в салоне автомобиля, под сиденьем, в багажнике, то есть это дополнительно появляются проблемы в том, что и обшивка страдает, там внутри в салоне все начнет разъедать, и это очень совсем не прикольно для автомобиля. После подачи сверхнагрузки происходит оплавление внутренней части клеммы, возникновение искры и воспламенение водорода. Посмотрим на эту реакцию изнутри. Для этого в новом аккумуляторе мы проделали технологическое отверстие. В данном случае взрыва не происходит, так как взрывоопасный газ выходит через проделанное нами отверстие. Устанавливаем следующий образец аккумулятора с заявленным током 1350 А. На графике мы видим, что второй образец выдерживает заявленный пусковой ток, в отличие от первого, который уже спустя 20 секунд взрывается. Выбирайте аккумуляторы фирменных заводских марок. Это обеспечит вам долгосрочную беспроблемную эксплуатацию. Итак, у нас есть уже частично накопленный материал по наиболее частым методам прогрева автомобилей зимой в России, поэтому мы можем подвести промежуточные итоги, взглянем на нашу таблицу. Для удобства оценки мы применим свод-анализ систем предпускового подогрева и автозапуска, чтобы потом смоделировать наиболее оптимальные рекомендации для различного типа автомобилей и климатических условий эксплуатации.
Отобразим различающиеся параметры в двух таблицах. Сильной стороной отопителя является низкий расход топлива, а слабыми – высокая цена, разряд аккумулятора при частых использованиях, а если использовать как единственное средство прогрева двигателей салона, то долгий прогрев в сильный мороз. Также потребуется замена кислотной батареи на более технологичные EFB, гель, AGM. Основной угрозой является снижение энергоресурса аккумулятора в разы при использовании батареи с жидким электролитом. При этом котел увеличивает ресурс двигателя и по сравнению с автозапуском окупается за 1-2 сезона, в зависимости от объема двигателя и климата. Из преимуществ автозапуска: доступная цена, быстрый прогрев на стандартных двигателях по сравнению с котлом, возможность управления электропотребителями во время запуска, допускает использование аккумуляторов с жидким электролитом. Из минусов: высокий расход топлива, увеличивающийся в мороз, и отключение ряда штатных противоугонных функций автомобиля. Среди опасностей – снижение ресурса двигателя, угроза угона при потоково установленных сигнализациях на кнопке старт-стоп и реализация обхода штатного имбилайзера с ключом в машине. Однако автозапуск, помимо прогрева двигателя и салона, может еще включить электрические подогревы зеркал, лобового и заднего стекла, сидений и руля. Но рано ставить финальную точку в этом исследовании. Совершенно верно, поэтому мы продолжим наши зимние эксперименты в следующем выпуске. Надеюсь, материал был всем полезен. Пока!